I've been your quizmaster, Tom Marks. Be sure to stick around because you won't want to miss it. Обещаешь? О, 10 Хитрости секунд. Бутсона Ей. домой. Там было написано, что... Сейчас, подожди, сейчас в Ангуе будет ПК-порно. Как собирает компьютер в крупном плане. Прям, вот сейчас смотри, вот сейчас точно Может будет. быть. И Intel процессор покажут в крупном плане точно. Powered by Intel. Да. Why do we call it the person? Ну я же Да, говорю, да, вот. действительно. Я же сказал сейчас, вот, ну блин. Баба Ванга, блин. Your PC doesn't Да вы зацените. Давай, детка. Ну, короче, да, это... Вы видите картину, Пирс собирает Эвил новый компьютер. PC gamers get their Не, у тебя нет такой жидкостной системы охлаждения, как там. Мне, кстати, надо от пыли его, наверное. Да. It's got your fingerprints. Вы зацените, каково это. Мне всегда нравилось компы собирать, это дает непередаваемое удовольствие. Friendships. Пирсу было страшно просто мне ставить, он боялся его сломать. Ну, у меня тоже просто дорогой был. Оу, О, сейчас PlayerUnknown's Battleground, тут давайте только без него, а? Ну, точно ведь придут. Это кто был? Это, по-моему, вот оно и было. Fallout, я смотрю. Тут стебутся над модами, видимо. Эротика 18+, да. 5 человек присоединились к нашему стриму сейчас. Да. Спасибо большое, ребята. Здравствуйте, да. Не забываем фолловиться. Авушки! И подписываться. Да, пока тут эта заставочка. Что-то у них заставочка Секунду, подладила. заставочка, минутка рекламы, пока есть возможность, пока тут приветствие. Трансляция проходит при поддержке компании Soft Club. Большое спасибо им за помощь в организации, так сказать. Ну, а мы продолжаем. И Ну, тут добро пожаловать, короче. От Contel на этой же сцене были, кстати, сейчас, до этого. У них будет много гостей, которые будут говорить о своих играх по очереди. Twitch chat, it's a pleasure to have you here. Ей, нам сказали привет, Твичу. Привет, Твичу. привет, парень. Now, if you're interested in watching in another language, over at PCGamingShow.com, we have German, Spanish, Russian, У Chinese. них есть стрим на русском, Or stay Да. на PCGamingShow.com. Ну, блин, я не могу и стримить другие каналы. Поэтому... Я не хочу. Зачем? Мне на английском. Нет, я бы мог включить, Voice чтобы of тебе не Darkest переводить. Dungeon. Чувак, который озвучил Darkest Dungeon. Ну, круто, сейчас, кстати, может... explores the future of PC gaming. Это что будет, Я не типа, понял, да? что ты сказал? New announcements Я ничего не from сказал. Xbox. Что-то про... ну, окей. Jordan Weissman, the creator of MechWarrior, gives a first О, MechWarrior, кстати, ну, точно же. campaign Мехварер же, точно. for Middle Earth. О, Middle-earth что покажут здесь? Ну, Что-то это новое, да. наверное. Ну, то, что мы не видели A опять. new game from Clay Entertainment. Новая игра от Clay Entertainment. New gameplay from Total War. Ну О. да, Total War Warhammer 2, Ну естественно. да. New announcements of PlayerUnknown's О! PlayerUnknown Battlegrounds. Блин. An exciting reveal from Tripwire. Просто он сейчас везде И уже. что-то от Tripwire Interactive. Plenty more. И до хрена всего Once другого. again. Окей. Plot. Пока ничего нормального такого. Thank you so much, evil, omnipotent voice in the sky. Let's talk about our very first game. It is an expansion to the legendary and infamous turn-based strategy game, XCOM 2. Let's take a На look. Твиче чат бомбит баннерлордом. А, баннер, ну да, хотелось Так, бы. ну что-то кстати, тут у да. нас создатели XCOM. Небось мод сейчас покажет Long War 2. Long War, да. World Exclusive, кстати. Может, это официальное дополнение теперь стало, кстати? Ну-ка, Ну ну-ка. это похоже, это похоже. Или прикинь, сейчас XCOM 3 анонсируют, будет лол вообще. Здесь не должно быть. Окей. Ну-ка. Может, новые дополнения реально? Нет, настоящая битва. Слушайте, вау, прям. Неожиданно. Клево. Точно будем проходить. Эх, если бы вы знали правду. Вау, клинок. Новое оружие. Слушайте, это реально дополнение, похоже. Есть 3 группы сопротивления, которые являются угрозой для Аджента. И вместе они как бы были бы очень большой силой, но они друг друга ненавидят. Так, ты существуешь?
Нас сюда послали, чтобы вычистить утерянных. Что это значит, я не знаю. Вот здесь безопасность или женщина? Зомби, ха-ха. Ей, Мне кажется, нам дадут новые фракции. прикольно. Вау, вы зацените это оружие. Зацените этот пафос. Новое клевое мобье, которое мы будем убивать. Ну, У Адвента я смотрю, тут ребята тоже неплохо. Теперь начинается настоящая война. XCOM XCOM 2 War of the Chosen. Это Отлично. дополнение, это long Yes, war, черт да? побери. Да. Я хочу кооперативный режим и проходить его с тобой. Ну, его не будет, и я буду проходить без тебя. Мукака. Нормально порешали. Ну, окей. Нормальный XCOM 2, не надо тут гнать на него. Не, Фанаты XCOM не... 2 крут. не- тут собрались, небось, фаги, которым только новых игр вообще не надо. Что такое War of the So Chosen? the goal with this game really was to make something. Мы хотели сделать что-то массивное. Added a ton Мы of добавили enemies, кучу новых врагов, новых classes, классов солдат, environments, environment'ов, strategy, ну, strategy окружения, systems, just Слушай, когда выйдет-то? истории, стратегических систем, короче, дофига нового контента. yeah, easily twice the size of the previous XCOM. Это в 2 раза больше, чем предыдущий экспаншн для XCOM. Что там есть? Кто такие избранные? You saw them, they starred in the trailer. So they were designed to be the ultimate enemies of. Они должны были быть главными врагами XCOM. Champions of the alien army. 3 чемпиона Very distinct армии personalities пришельцев. and very distinct У них есть fighting разные styles. стили Players are gonna get to боя и know разный характер. как бы. Because over the course of a whole game, they're gonna fight each На of протяжении those всей игры игроки будут много раз сражаться с этими избранными. just like the А эти player, избранные, как they get игрок, stronger over the они course of the усиляются game. They со learn временем. new skills, new abilities. Они изучают новые They обилки, gain new procedural strengths that the становятся player can have. сильнее, и с этим нужно будет разбираться. Чего? Чтобы я громче был, что ли? Без проблем. That's right, that's right. And so you just they always have something new up their sleeve. Я У них раз- всегда что-то будет новое, они все время обучаются. Вы сказали, что у них будут разные характеры. Кто это вообще такие и в чем Yeah, их so силы и for слабости? example, there's the assassin, and her personality is tied up in duty and honor. She feels Значит, very одна из них это ассасин, она такая вся на тему чести. and she does that, of course, by hunting down XCOM and killing. Ее задача вылавливать XCOM и убивать солдат. We're bringing back some familiar elements from earlier. Мы возвращаем некоторые элементы из предыдущих игр. Combat-wise, she's a mix of stealth and С точки зрения механики, она стелс и ближний бой. uses that to get in close on the soldiers and use her Ну, blade. собственно, атакует своим Like the other мечом. chosen, she's very powerful. Она and очень she has a мощна, sort of и unique у fighting нее style очень that the player уникальный hasn't боевой seen стиль. before. And we've talked about this new obstacle in the form of Говорили the Chosen, о when I mentioned том, the что assassin. Chosen такая довольно There's the hunter, интересная, that's more of a интересные long-range враги. sniper. Есть еще один And then we снайпер, have the охотник он warlock, which называется. is, you know, a warlock. И есть некий чернокнижник. So, Ну, yeah, варвар, and я не знаю, they look like a колдун. warlock. So, yeah, they all have very Они вообще unique все skill совершенно sets, and уникальны so с it's точки fun зрения to скиллов. fight each of them. Это бы очень What about прикольно the new будет с ними tools that сражаться. players have in order to try to overcome this obstacle? of Так, the что Chosen? игроки получат? Yes, so as you saw in the trailer, XCOM is not the only XCOM это не resistance movement on Earth. единственное So in War of the сопротивление в Chosen, мире. you have these three Их factions всего out there, 3 like the фракции Chosen, сопротивления. they all have Как distinct и philosophies избранные, у and них distinct, разные fighting философии и styles. разные For the player to get access to стили those, first they have to боя. win those factions И over. игроку They have нужно to будет по recruit факту them to the XCOM cause. убеждать их When работать you вместе с do, ним. you have access to the most powerful У тебя soldiers будет ever после created. после So- того, как ты с ними засоюзишься, у тебя будет доступ к различным там классам специальным. Один из них, собственно, Риппер, он стелсер. Скирмишер это вообще ну, предатели пришельцев. Они наполовину пришельцы, наполовину люди. Ну, И Адвент последний это храмовники, They are это довольно like такая wild странная ones, and they фракция. work a little differently because they build up power over multiple attacks that they Yeah. can then unleash Они, in more по факту, devastating их abilities. тактика накопить силу и потом резко выбросить энергию в Definitely is. противника. There's trade-offs there where as they gain focus, you either want to keep it, То есть они будут накапливать фокус, и потом можно будет очень жестко жахнуть. Now, in the trailer, we got the chance to briefly look at
Трейлер мы еще посмотрели на неких потерянных. Кто они такие? Right. So the Lost. This comes out of the idea that the original alien invasion happened 20 лет назад произошло And in that изначальное invasion, the aliens destroyed some of the инвейжн greatest cities in повстанцев, the world, нападение and we've never been повстанцев, back. пришельцев So War of на the Chosen, Землю. we go back, and what you find И there are the Lost — это те, кто остался от того вторжения. Yeah. Они Yeah, живы, as you can ну see, как they've живы? weathered the last 20 years really Ну well. так So, живо вот. yeah, these are Вот так вот heavily прямо, как вы mutated Они beings. дико A single мутировавшие Lost вообще is как бы not gonna pose люди, much и challenge, один but утерянный — это unfortunately, как you бы, don't ну, fight не single проблема. Lost. They Но move они in огромными, large короче, это swarms. гоблины When you go икскомовские, into the товарищи. cities, these Зомби, swarms ну, господи. are drawn to the sound Ну, реально of зомби. and they never stop coming. And there is a silver lining, which is that the Lost don't like Они aliens не любят, either. они не любят и Yeah, so пришельцев once the тоже, Lost то есть show они up, then против всех. everybody's fighting for their lives. And I know that a big hallmark of the XCOM games is the sort of tactical maneuvers of the AI that, in the same way you're planning, it's planning too. But the Lost behave quite differently. Лосты Yeah, they're действуют немножко mindless. не So так, the как вы idea is привыкли. that you have this tactical combat going on against you У них versus есть тактический как бы бой Advent против aliens, and then all of a тебя, sudden Адвента, this horde shows пришельцев. up, and it throws everybody's plans out of whack, Но and они будут, you're они matched тупые, with они просто Chosen, будут переть. Lost. You're fighting the Advent at the same time. It makes for some very, very beautiful chaos. It is definitely Просто добавлять дикого хаоса на карту, короче, будет срывать все тактики и так далее. You're the first guest out, so I'm going to ask you the big Так, question. большой вопрос. When do we get Когда to мы play? будем в это играть? We get to play this. War of the Chosen comes out August 29th. 29 августа. That's right, very soon Скоро. on PC, Xbox. Вот это вообще прям So скоро. Замечательно people вообще. should follow Я знаю, вообще я us on буду Twitter and проходить Facebook в конце if they августа. Да, want я to бы тоже follow бы проходил, the на самом latest деле. XCOM information. And Август. Jake didn't want to do this, but I'm going to make him do it. Follow Jake on Twitter. It's at Solomon Ну, сейчас Jake. уже говорят Follow его, him, say короче, hello, на and Твиттере tell him he's proud to be a зафоловить, follower. следите за Yes, игрой. yes, please, thank you. Все, спасибо, спасибо, я валю I don't отсюда. like self-promotion. Don't worry, I got you covered. I At paid Jake Sean for Solomon. that. Thank you. It's at Jake Solomon. At Jake Solomon. Thanks so much for joining me today. Jake Solomon, creative director of Норм XCOM вообще. 2. Thank you. Так, Джейк, Не знаю, что у вас там со снайперами, ребят, было. Я играл прекрасно, прошел ее на Твиче и Мне был доволен. понравилось. I'm not the only host Мне of норм this вообще. event. Последний Joining XCOM me прям. to do all sorts of announcement goodies is a woman named Co-host. Sonia Reed, but you may know her a little better as OMG, it's Firefox. How's it going, Sonia? Firefox у нее ник. Hi. Thank you, Sean, and hello, you beautiful gamers. And whether you are checking us out online or you're hanging out with us here Это где она тут today, вообще? I'm super excited to be here and Хрен show you пойми. guys some awesome games. Такое ощущение, что в And you know what? каком-то I'm not going to wait. We're just going to get католическом right into соборе. it. I want to show you a game called Ooblets. It is going to be театральная coming out сцена. early next Некая year. игра под названием And it is from an Ooblets. impressive studio of only 2 people called Glumberlands. So it's kind of a mashup between Harvest Moon meets Pokemon meets Adventure Time. Короче, это что-то среднее между покемоном, Adventure Time и чем-то еще. Customize your Ooblets in this exclusive trailer. Так, трейлер Ублетса. Double Ой, Fine, господи. к ним в последнее время доверия мало, на самом деле. Они, в последние игры у них были так себе. Это, этот, Не, после XCOM это выглядит как говно, извините. не, ну просто, понимаете, у них из последнего, блин, я все-таки немножко убавлю звук, а то у меня немножко орет тут, как бы. Веселая ферма какая-то. Просто понимаете, в чем фишка? У них последние игры были не то чтобы супер плохие, они были сделаны как будто тяп-ляп. Вот реально, вот последние, вроде все хорошо вначале смотрится, а потом поиграешь и чувствуется как будто какая-то хрень. Долбайская компания, короче. Ну вот типа да, что-то вот. После психонавтов они как-то это. Да, началось это все с Rock Legend уже. Там в Rock Legend уже вначале опять же было все фаново, потом игра скатывалась. И вот, не знаю, посмотрим. Иди нахрен, iTunes. Как странная. Мне даже не хочется комментировать. Это выглядит как Игра шайт с для- шайтом, опущенный в шайт с шайтом, обвернутый вокруг шайта. Ну, короче, что-то это. Такое себе. Короче, какая-то хрень. Да. 3D-версия Stardew Valley. Ну нет, даже не пахнет. VR, я во всех... Господи, чат, успокойся. Ублец. Блять. Си. Я бы перефразировал, но Мрац не разрешает материться. That trailer? Херота. Так, Да. а это что за трейлер? Хз. Это А, чё Мехварриор, новое? наверное, кстати. Это похоже на Мехварриор, да. А, это стратегия же по Мехварриору, господи. Да, Battletech, Должна была который, выйти. по-моему. Battletech она, по-моему, называется, насколько я помню. Да, Battletech. Слушай, я плохо знаю Мехварриора, но у меня есть товарищ, который съехавший по нему, и я с ним буду в это играть.
Да, Battle Battle Stage. Stage. Парадоксы делают, ну, Да, издают. ну да. Trailer makes me oh so happy, and the previous one you just got the chance to see is the old school tabletop game BattleTech, Да, distilled into its purest старенькая, form так on сказать, PC. настольная игра, And here to превращенная talk about в from ПК-игру. Paradox Games is Jordan Battletech. И вот Wiseman сейчас and насчет Mitch нее мы будем Gilliland. разговаривать. Welcome, Добро gentlemen. пожаловать, It's good to have you on товарищи. Yes, that's the Сколько и spirit. когда он Oh, hell победил, yeah. спрашивает сразу. Не, ну я хочу в это Ты поиграть. ух переводишь. Как говоришь? Зачем, говорю, еще и ух переводить? Мне захотелось ему сделать. Это было забавно. Так, это тактическая игра будет. 3 мода игры, 2 скирмиша и 1 кампания. Well, I want to hop straight into some of that single-player Тогда content посмотрим by на taking a синглплеер. journey to the Argo. I understand that, you know, there's all sorts of combat goodies that we're going to see in a moment, but the Argo is in between. Арго это будет missions такая, amongst what we're seeing. ну, база, типа, которая между миссиями будет находиться, как StarCraft 2, видимо. И здесь вы будете выбирать миссии. Фига себе карта. Столько миссий. чё? А это в разных звездных системах. Я думаю, это на Земле все происходит. Я, кстати, тоже, да. Неожиданно. Ну, как неожиданно, точнее Ваша говоря. задача будет свергать гребаных диктаторов. Ура! Ой, я-то коза, я-то коза. Это, собственно, девочка, которая вам будет эти миссии выдавать, брифинг-мастер. Почему она азиатка? Мне кажется. Будете апгрейдить этот корабль. Итак, на тему сюжета. Леди Корея Амано. Ее свергли с трона, ее дядя ее сверг с трона. И вы должны будете пытаться ей помочь вернуть ее трон. А что это мне напоминает? «Война и мир» была такая стратегия, которая Knights and Merchants. Приветствую тебя. Ну, естественно, мехов можно кастомизировать, и я думаю, их убили бы, если бы они не вкрутили. Да. Yang here is your master of ceremonies. He's one of the key crew members because fixing these mechs after you come back from combat. И мехов нужно будет обязательно чинить, то есть чем меньше вы задамажитесь, вот это топ. тем вам дешевле будет проходить это все дело. Вот это вот элемент повреждения здорово, да. Be a little difficult. Absolutely. That's why things like, especially in this time in era, where parts are scarce, Battlefield. И нужно будет селвиджить то, что, ну, короче, по факту собирать скрэп всякий после битвы, продавать его. Интересно, можно будет там оружие у врага отнять? Скажи, ну, что-нибудь такое. Наверное. Не, даже как оружие отнять, оно же встроено в меха. Не, ну отбить там, собирать же скраб всякие, там, может быть, останки от противника, да. Что-нибудь такое. И после того, как вы закончите кампанию, она как бы с открытым концом, вы можете продолжать играть в нее. Ну так вот, показывают нам битву. Мне масштаб уже нравится, то есть такое... Обязательно, да, обязательно нужно следить за ландшафтом, то есть, ну, как бы, стрелять через камни, естественно, вы не сможете. Будет просчитываться специально физическим движком, как вы можете стрелять. Чем вы выше, тем дальше вы видите, все стандартная фигня, короче, тактическая. Вау! Да, прыгнул. Ну, слушайте, крутота вообще. Не, найс, ничего не могу сказать, очень круто. Мрак забиваю на прохождение на стримах. Окей. Ну, я тогда XCOM собью, а ты это бери тогда. Да, давай. Ну, хочешь ты XCOM возьми, я хз. А я все равно буду делать стратегические обзоры, скорее всего. Ну да. Можно, да, можно повредить руку, короче, это вырубает оружие меху. Ну, стандартная фигня, короче. А, Петей, спасибо за инфу, я то я в настолку просто не играл, он говорит, что там можно было отбить руку, там, ногу. Yes. Прикольно. Вот Люка здесь нет, ему, наверное, тоже понравилось. Он любит мехов. Там вот такое вот пафосное, чтобы вот. Это прикольно. Ничего не могу. Мне вот здесь мне реально нравится геймплей чисто. Я смотрю, у них там разные щиты, тоже всякие ХП, ну, несколько этих вот разных. Неплохо.
Да, замечайте, пилоты в этих мехах сидят на гигантском ядерном реакторе. Это стрёмно. Кому мне было стрёмно сидеть на реакторе? Блин. Конечно. It's been really fascinating to watch a lot of the streams because I know you guys just went into beta. Бета у Where них can the people началась. here go to sign up to play? Ну и, естественно, они призывают скидывать деньги им. And if you're interested in a used mech, this is the guy to talk to. Now I'd like to stay О, again. обалденно. Battletech game. Battletech будет круто, окей, хорошо, мне нравится. Да, Battletech вообще прям. Я, кстати, ожидал, что он будет хуже как-то. Но... Не-не, все Выглядит Ну-ка, ну-ка, классно, следующая игра. симпатично. Ну, Так, Sony нам покажет сейчас какую-то индюшку очередную. Ее специально позвали красивую девушку, чтобы не так все время было инди смотреть, я так понял. Action Medieval RPG Game? Стоп, подожди. Mountain Mountain Blade 2! Yes! Yeah! Да! Отлично. Найс! Турки вперед! Ну, в смысле, разработчики турки. если что. Лагает? Ну ладно. Она всегда лагала. Ну, это стримак лагает, на самом деле. Ну, можно реально кочевников играть в пустыне. В степи там, как меня. Не, окей, ладно, лагает запись. В том числе. Да игра у них не больше лагает. Не, она будет, скорее всего, лагучей поначалу. Ну это ж Mountain Blade, ё-моё. Ну это нормально, это, блин, да, это гребаный Mountain Blade. Как я любил всегда первую часть. Как я ждал вторую. А самую показали бы еще. Ладно, я не буду уж переводить трейлер, наверное. Ну ладно тут, господи. Прошлая игра это Battletech. Не, ну вообще Фрэнкли выглядит почти так же, как первая. Ну нет, Ну, он не стоп. получит, ладно, ты чё? Не-не, у меня просто какая-то хрень с качеством стрима, короче. Сейчас я на Source переключусь. Нет, у меня тоже, кстати, выглядит, ну, это просто, видимо... Качество. У меня на сорсе нормально выглядит. У меня было авто до этого. Ну, Сейчас авто, я да. поднимусь до Source, вот. Да не, он вроде нормально, то есть... Картинка не сыпется, вполне красиво. Не, ну хорошо. она у меня какая-то размытая, или у меня зрение испортилось? я не Да, знаю. это, по-моему, она изначально такая, у меня тоже все окей, да, нормально. Да, окей, Bannerlord. это Хорошо. то, Bannerlord. что будет круто. Расскажите нам про Bannerlord, пожалуйста. Always a pleasure to have Mountain Blade 2 here at the PC Да что Gaming там рассказывать-то, Show. Now, I know господи, we've just я не gotten знаю. started and we've seen Ну просто, ну серьезно. XCOM and Ooblets and Battletech. We would love to hear your thoughts. А, on нет, this скорее всего, hashtag здесь никто не PC приедет Gaming сюда. Show. Let us know what you think. Обойдетесь. We'll even put some of the hits up here live. Ну а чё, фиг ли, Not турки all там of будут the сидеть и tweets говорить, that would be Белиором, disastrous. Белиором. We on Twitter really need to pull it together. But either way, we'd be thrilled to hear your thoughts. And coming up next, we have Сиквел? sequel. Ну, понятно. Total War Warhammer 2. Окей. Warhammer 2. I'm joined by Alex. Как продать еще одну игру еще раз? Я скажу одну вещь. Пирс мне купил эту игру, а потом просил мне долг за эту игру. Я в нее играл два А тут раза. анонсировали Warhammer 2, который в точности такой же по графике, но второй. Ну, это, блин, это они делают, короче, Warhammer. Бабло они делают. Раз в 4 больше. Но я не очень люблю сеттинг, и, честно говоря, не могу сказать, что сильный фанат Total War. Это больше европейская тема. Gameplay extras in the campaign game as well. So 4 new factions set across 4 new continents. 4 новые фракции там будет. Yep, 4 new factions. Yep. I thought there were Я думали, что их 2, а их нет 4. No, well, we're focusing on the High Elves and the Lizard Men at the moment. Yeah. But there's Там появятся Dark темные Elves эльфы as well, еще. and another И fourth четвертую race они of еще не new- анонсировали. You tease. I know. Как салюты. Ну, также высшие эльфы Tell us a и, little bit собственно, about эти, High и Elves and the ящерицы. Lizard Men. Right, so they're both essentially working towards the same goal in the campaign game, which is to heal the Great Vortex, which is a sort of unique feature of the campaign map, which ties the whole narrative of the game together. Right. But even those in the Warhammer world with the same aims will inevitably come to blows at some point. So that's what we'll be showing Пока today. ничего We're важного going to не be говорит. looking at what is Привет, called a Люцен. quest battle between Так, the High Привет, Elves and the Люцен. Lizard Men. А? Walk us through a little bit of what we're about to see. Okay, so this is we're about to show some footage from a quest battle for Krokgar, who's one of the legendary lords for the Показывает Lizard какого-то Men. легендарного This is лорда this quest Лизардмена. battle, and it's the battle for the Fallen Gates. So you'll see
the master lizard man forces trying to oust the high elves as they try and they're sort of meddling in Сейчас дам я название игры в чат. of the lizard men. Well, I'm very excited to take a look. It's going to be some in-game footage from the Ну и давайте посмотрим на in-game footage с битвы при павших вратах. Вархаммер как Вархаммер. Ну, такой да, же. Вархаммер как Вархаммер. Ну, такой же, как... Я не ну, знаю. короче, хрена не ко вторую мне. часть делать просто. Это нет. Пирсу, это Коверу, им нравится вдвоем в это играть. Да нет, просто, понимаешь, как бы, что вторую часть сделали бы уже Аддон тогда, я не знаю. Ну, блин, Ну, да, вторая нет. Окей, не могу сказать. Она действительно расширяет как бы основную игру, как я понимаю, они будут как-то интерлинк, две игры. Но я не знаю, блин. Не, ну нафиг, короче. Оно больно до хера стоит, честно говоря, реально. Да, оно слишком до хрена стоит, и как бы, знаете, на Medieval 3 я бы согласился еще отдать свои деньги, но я такой, лучше опять не 2 раза поиграть. Я последнее, что у них покупал, это был Атила, и Атила я был доволен, да, но... Ну, я опять же, я купил Атилу, я сыграл в нее один раз. Нет, я там нормально поиграл, но... не, раунд 2 я побольше. Ну, окей. 28 сентября 2000... Ну, короче, не мое. Я уверен, что кому-то нравится, но не мое. September 28th, Al. That is the first time I think уже пора настоящие реалии вернуться. Позже, чем XCOM 2, поэтому. 28th September. So we're available for pre-orders now. We've got an early adopter bonus. Ну, естественно, у них есть бонус для тех, кто предзаказ сделал. Bunch of new content for Warhammer 1. It's a new новая раса, серьезно, целая раса для... Так же Хаус раздавали для первой части. Да, там Хаус был для... Right, so as I mentioned, this is a quest battle. This is the битва, versus the high elves, and this is what we've Пулвар got делает available Creative here at Assembly. E3 this week. So you'll be able to take control of the lizard men in that battle and experience that. Дату Battletech? Не, кстати, не сказали вроде Battletech. Да, то ли мы проглядели, то ли хз. Нет, кажется, что не говорили. Нет, не было. Small dinosaurs, they ride big dinosaurs with Aztec space lasers, and it's it's playing with Warhammer. Just dinosaurs all the way down. all the way up and all the way down, yeah. So and Warhammer lets gives us these toys to play with to make the game with. It's awesome. Well, backing out of the battle, I know that the campaign map in Total War Warhammer was a big hit. What's going on with the campaign level in Warhammer 2? So in Warhammer 2, we've got a ton of new campaign features which lead you to kind of explore and discover and gain new abilities and that kind of stuff. And it's all based around a sort of overarching narrative, so all the races are intentional. Не, ну, мне надо переводить, 100 пудов народ, shortly after launch, we're also Warhammer 40K, это не 40K, это фэнтези, если что. У нас 6... Нет, чувак просто про Warhammer. У нас 61 зритель, 100 пудов кому-то из них точно интересно. Ну, это да, вон Эс написал, что ему норм, кстати, да. Ну, пока ничего нового особо не сказали про него. Ну, тут какой-то мейнстрим говорят, на самом деле. Это все, то, что они перечислили, это все... Все уже было сказано. Yep, so they can play the Battle of the Fallen Gates. We've got 2 difficulty modes, so a kind of starter difficulty mode and a veterans difficulty mode. And they'll also get to see, we're also rolling, when you play it, you'll see the actual campaign map as well. Они скоро сделают видео с картой компании, и вот так как сделают, они покажут, это будет круто. So if you get a chance, go play. It's really good fun. Все, спасибо, валяй отсюда, чувак. Да, хватит затирать про Warhammer. Once again, feel free to check it out on the E3 floor, or if you're at home, there'll be tons of footage and updates about the Battle of the Fallen Gates. Now, our next game is in the card game genre, a genre where no matter how hard I try, I wind up playing bad decks and having fun. Синглплеер кампанию там давно пора показать бы. Expansion for Shadowverse is Kripparrian. Hey guys, how's it going? Kripparrian here. Today I want to talk to you guys about Shadowverse. Shadowverse is one of the best card games ever because it basically just does everything right. Every time I log into Shadowverse... Еще одна карточная игра, я тоже первый раз вижу, и выглядит она, честно говоря, как игра для андроида, прям дешево, цените вот прям. Давай сделаем карточную игру и заработаем бабла. Заработаем бабла. Давай, нет, на E3. Давай сделаем историческую карточную игру, это будет круто. Ну да. Чё, окей. Монголы против Руси древней, да? Карл Первый против Бисмарка. У них, кстати, фонит, у них. Да, точно у них фонит. А это новый трейлер. Какой-то Wonderland Dreams.
Планета тут радостная, легендарная, мифическая. Ей, мы сражаемся с мельницами. Ну, чтобы порекламить карточную игру, позволь топ стримеру, все. Не-не-не, подожди, это кажется, другая игра. А девочка няшная, да, мне нравится. Мило. Кавайненько. Ня. Ну, тьма придет в это сказочное королевство. Ну, конечно, чтобы продать игру, мы сделаем кавайных няшек в ней. Как же без этого? With bated breath, the door sweeps open. Что это такое? Or purged in flame. The hand you choose defines your fate. The hand you choose... Ну нет, окей, что-то карточное все-таки. Карточное. Just a game. А, ну да, вот это, собственно, к ней и есть. Wonderland Dreamers. 29 июня 2017 года, хрен с ним. Ну, короче, смотрите как. Если дадут нам ее на халяву, я ее для шарика один раз постримлю. Вот так вот. Все, вот это я вам обещать могу только вот это вот. Я просто кавайных няшек смотреть. Давай, да. Рулету, конечно. Ленин против Александра Македонского. Сталин против Ивана Грозного, да. Так, Software Development группа Intel. Вот сейчас, короче, про процессы будут затирать. Ну, надо спонсорские бабло отбить, как бы. Про процессоры сейчас затрут, небось, что-нибудь. Так он же Software Development. А, он Software Development? Да. И он отдал ему, короче, стейдж вообще. Екатерина II против Ивана Грозный было в Рэмпатлах. Вот Цезарь против Ельцина круто. А вы, дорогие россияне. Чувак рассказывает про то, что дохрена стримов на Твиче. Смотрите на это, вообще индустрия растет дико. VR начинает расти. А, сейчас про VR сотрет, небось. Там, помните, в начале трейлер был? Мы показывали вот этот шлем там, типа вся фигня. Прикиньте, Intel какой-нибудь свой шлем еще выпустит, небось. Зачем? Ну, модно сейчас. Бабло-то надо куда-то девать. Че оно валяется просто так? Дайте два. Young, old, male, female, tech, non-tech. Это, знаете, вот мне напоминает, как вот в IT-индустрии сейчас модно про облачные технологии затирать. Типа облако, еще раз облако. Вот тут то же самое. We've talked about the launch we had 2 weeks ago of our X-Series платформах что-то Now, you gaming enthusiasts will love the Core i7X. А, ну Core i7X, процессор, как я понимаю, it's an amazing system. And you megatasters who want to game, create, stream, will love the beast of them all, the Core i9 Extreme Edition, an amazing system for this environment. Now, as a software person, I love this environment. I love this hardware. Этому чуваку нравится этот процессор, и у меня залагал стрим. Software people, обновись. less time waiting, more time creating that amazing content. I work with over a million gaming developers to ensure they take full advantage of all that innovation we put on our platforms. Whether it's working on the caching algorithms or the high-density graphics or multi-core, it doesn't matter, all the different areas, the best-known methods. We ensure these millions of developers are making the most out of that platform, delivering the best content. Then we work to market that so that all the gamers out here, the billions of gamers, know the new compelling content that's available. Хорош там про историческое, ну, ребят, ну, ё-моё, весь час засрали. Читать даже неудобно. Эй. And this is just an example of some of the titles we work with. I'm sure you recognize a lot of these titles. These are just a few examples. Показывает перформанс AA тайтлов. Вау, Star Trek Bridge Crew это AA тайтл? Vermintide тоже не AA тайтл. Окей. Ну, Halo Wars, Titanfall, Overwatch, окей. Destiny 2, согласен. А вот остальное еще-то как-то... Кстати, круто сейчас, если Destiny покажут. Было бы круто, кстати, да. We work with Bungie and Activision to bring Destiny 2 to the PC. That, yes, we're bringing it to the PC, yes, bring it up.
That experience is absolutely Ой, ну ладно, хоть не Razer спонсор у нас в этот раз. And I can't think of a better person to talk Сейчас about how клавиатурами amazing тут. that experience is than the full-time live Twitch streamer and YouTube broadcaster. Как-то Welcome захватываешь? on stage, Tefty Teft. Он сейчас Тефти Тефта позвал. Ну какой-то этот, бродкастер типа. Ну да, это этот Twitch-стример и бродкастер мне опять залагал. Я его видел, кстати. Да, блин, снизь качество, нафига ты сорс поставил себе? Господи. У меня с интернетом все нормально, у меня интернет лучше, чем у тебя. Какая разница-то, блин? Hundreds of raids completions. I've built my community around Destiny on Twitch, and I'm a co-host for one of the. Нет, мужик, кстати, клевый, он стримит обалденно, можете посмотреть, у него довольно фановые вещи. Specifically for Destiny, so I know a lot about Destiny, and I play a lot of it. That's great. And so when you play it, А вот я тебе говорю, не надо было сорс ставить. Он всегда лагает на любом инете. Да не лагал у меня раньше The PC experience is amazing. As somebody who's played a lot of hours in Destiny, everybody knows how it's going to transfer, how's the experience going to go from console to PC. Are they going to actually be able to deliver? And I can say 100% sure that the PC experience is incredible. When I got to play it, I was blown away. I popped Dawn Blade using mouse and keyboard and raining fire from above. It was amazing. You guys, if you're a fan of Destiny, you're going to love Destiny 2. That's awesome. Ты стрим-то какой смотришь, Is кстати? anybody out here going to be able to participate and play with us? Oh yeah, absolutely. It's going to be on the it's going to be on the show floor. The other thing too is they've got tons of PC support as well that's being added to it. So 4K is going to be beautiful looking. It's got 21:9 ratio, uncapped frame rates. I mean, for me personally, I'm going to be looking at pushing 144 or higher for FPS because. Вот, честно, какой-то мой стрим затирает. Я вот даже... Yes, absolutely. On top of Да какой-то that, ненужный хаин затирает. Ну, 144 типа FPS. Ну да, давайте похвалимся железом, про ПК железо, там вот это. Ну, блин, они же созданы для того, чтобы народ покупал процессор. Сейчас скажешь, что Intel это на самом деле клевый прос. Там, ну, он клевый прос, но... Не, ну он клевый прос. Maybe hook me up. Но новый я не хочу, они дорогие. Подайте мне их за 5000 рублей, я Сейчас и за 70 он выкатит, i9. i9, да он выкатит его, наверное, за 170. Не, ну не за 100, это что-то точно Well, fantastic. You guys all have a chance to take a look at it. Maybe you and I can play later today. That'd be great. All right. Yeah, посмотрим на второй Destiny. E3 show floor, so. Ну круто, вот это вот хотя бы здесь его геймплейно покажут. Destiny 2 я жду, кстати, это будет клевая игра. Я думаю, мы в нее тоже поиграем, ну, с Люком, там, может, еще с кем-нибудь. That experience. Nothing says it like that, right? All right. So it's not just about the top 8 list titles, but also it's about the broad set of developers we participate with. The independent developers. We see examples of properties that they've developed. We want to make sure everybody's developing and creating content on the PC to create more and more opportunity to participate in that. We're inspiring these developers through a contest called Level Up. Take a look at the sponsors between Intel, Green Man Gaming, Epic, and Razer sponsoring this event. We have real luminaries judging, like Tim Schafer. Tim Schafer is going to be judging this contest. Tim Schafer будет судьей. The winner will be announced at PAX West in Seattle in September. I encourage you to participate. It's a great event. It's a great opportunity for independent developers to get involved and participate. And why do we care? As a software guy, why do we care? Because we want more and more content. We want more and more money. For others to participate. We want to discover the next big thing on the PC. We don't know where it's going to come from. So we want lots of people participating. Они, короче, хотят определить, что будет следующим таким крупным хитом, и они пытаются перехватить все девелоперов, чтобы это произошло через них. Intel издатель игр, ну ладно. Они скорее спонсоры игр. Они не будут издавать, мне кажется, они будут спонсировать. Все такие на бабле, короче. И думают, блин, что-то вот оно валяется у нас, давайте дадим кому-нибудь. Whether you're a gamer, content creator, or even esports. Ну это прям, знаете, вот это сейчас отбивание спонсорского бабла за PC, да, то есть. Да, мне тоже кажется. Надо понять, насколько долго я бы сходил, конечно. На самом деле AMD у них интереснее было. Они хотя бы там про свое железо рассказывали, там, ну, в какой степени можно было послушать. А тут что-то какую-то воду льют, серьезно. Вот. Раздевают даже. Нет, хоть бы появился процессор, там, я не знаю, показал, сказал, там, вот у него там тот, там такие характеристики. И то бы интереснее послушать было. А что-то... Согласен, да покажите уже. Now, the thing I love about sports, and I'm traditional sports
admire as well is they have this tradition around these things called a Grand Slam, whether it's tennis, golf, rugby. They have a Grand Slam. And there's no reason we can't have that не хочется открывать. in esports. And that's why we're Да excited тут about понятно. Oculus, ESL, and Intel. Он сейчас начал рассказывать про свои eSports, про EA, про партнеров, да, про киберспорт. And all these leagues getting together. Ну And вот. the first team with 4 of the 10 events Fire in the will be hole! the Grand Slam winner. Motherfuckers. They'll collect their traditional prize. Кстати, плюс, but если in хотите addition, стрим they'll по CS get на нашем канале. $1 million bonus for being the Grand Slam Вот ты winner. говоришь? Ничего, не обращай внимания. $1 Не, ну скажи, million. Не, там, нормально. Зрители услышали. Зрители, что он сказал, пожалуйста, скажите, я не успел звук выключить. Тензи пишет, срочно скипите. Я перемотал, если бы это была запись. Да, детки, я знала, что вы этого хотите. Блин, классно, что ты палишь? Спасибо, не, я хреново играю в КС. Я золотой, там, 2 звезды, что-то типа того такого, у них ранг или 3. We're so excited about it at Intel, and we want so many people to start participating with it. We are sponsoring a deal in conjunction with Oculus to make this available with Oculus free of charge for limited time. Что-то в VR они там бесплатно на лонче делают, я так и не понимаю, если 20 июля это начнется. Типа, если ты купил этот... Что, VR? Если ты купил процессор, ты получаешь Oculus Rift. Да ну сейчас, блин, разбежался. Он сказал, что типа free of charge. Может, скидка какая-нибудь там? Нет, он сказал фьючер. Не, ну знаешь, это мне напоминает, как Пирс недавно купил новый Samsung, ему подарили 360 градусов камеру. Надут тебе там какой-нибудь i3 старый там. На Хасваре, я хз. Не, ну это типа для того, чтобы прям в первый день народ... Да, старые процессоры, чтобы куда-то деть, надо их хотя бы так раздать. И рекламируют какой-то турнир в Пшечный 2008. Привет, Привет. Just participate in at Intel Gaming. Follow at Intel Gaming, and you'll have a chance by participating there to win one of 3 great prizes. Ну что, пипец он вообще долго затирает. В этом Intel VR Challenger. You'll have a chance to win one of these prizes just by participating in this challenge. And don't dismay all those. Не, ну ладно, давайте поймем, ребят. Я так ржу, подожди, я так ржу. Гранд прайз, первый приз и второй приз. Третьего нету. Третьего нету. Есть гранд. Факт. Это как первый этаж, который не первый этаж, да, в Европе? Они сейчас, они всегда так делают на всех. Ну да, я знаю, типа, нету проигравших, есть последние победители. Да нет, не про контент, ребята, тут не в этом дело. Просто конференцию спонсирует Intel. И давайте поймем, как бы ребята с PC-геймера, как бы им же надо что-то организовывать, то есть это сейчас, да, это сейчас отмывка бабла, вот, которую дали Intel. Ну нет, блин, это не отмывка бабла, это отработка бабла. Отмывка бабла, отработка, это да, что-то другое, брат. Да, отработка. Немножко в других местах этим занимаются. Окей, вернули нормального ведущего. Окей. Наконец-то. Те, кто ушел за чаем, возвращайтесь! Нет. Keep in mind, if you look at the time, we're not even halfway done yet. Мы еще половину не прошли нашего стрима. У нас еще до хрена на анонсе. Я говорю, что сейчас PC-геймер на 3 часа как раз до Ubisoft норм. Просто помыться и рыбу поставить в мультиварку. Илью развесить. Про PlayerUnknown's я точно могу пройти. Короче, я отойду пока, ладно. Ты. Я посижу. Здесь я так это постебался просто. Окей. Все, закончили, по идее. Time to take a look at an время upcoming посмотреть game на up in the mezzanine with Sonya. How's it going, Sonya? Какую-то игру от Sony. Что там Sony расскажет? Thank you, Sean. So, as a О, Firefox, какую-то еще девочку this is a game повели. that Значит, pulls точно together какой-нибудь хрень кажется, будет. там Они тоже плодятся, Sony они плодятся. hear more about it. And let Они me похожи на introduce норвежек. the person to На talk to норвежек. today. I am joined by Felix Kramer on the Я game. говорю, там Гарем. А, это игра от Clay. Ну, от Clay там, по-моему, фаново достаточно. You've got some special announcements. I saw some secretive tweets from the Dicey Twitter account. You did. Do you want to talk about that? Well, you're exactly right. We were known as Secret Legend, but today we're announcing our new name, Tunic. So you can head to tunicgame.com to find out more about that.
And we're announcing that we're pairing with publisher Finji, who you may know from their incredible work on Night in the Woods and Overland. So exciting, Thank you. congratulations. Thank you so much. So I want to tell you, it wasn't just the fox that sold me on this game. I love the beautiful, charming graphics, and honestly, I just want to see more of it. Can we check out the trailer? Let's do it. О, лиса. Нет. Довольно умильно выглядит, кстати. Не, нормально вроде пока. Мрак выключил звук. Да я уже здесь, все нормально. Ну тут, короче, какой-то туник показывает. Слушай, все же я комментировал. Я выключил, нет, я выключил его только в ТС-ке, забыл включить, то есть меня ребят слышали сейчас. Милота, лисичка, вся фигня. Мило, мило. Не, ну, кстати, выглядит неплохо, довольно-таки так. Да fuck are you? Зелю напоминает, кстати, сверху. Не, знаешь, что мне это напоминает? В Crash Bandicoot была маска, короче, такая. Туник. Ну и, кстати, неплохо, слушайте, вот это... Да, Мило, мило, мило. У них что-то звук пропал. Thank you, Sonya. Now, так. Our next title that we'll be talking about is honestly a huge surprise hit, having just surpassed 3 million sales as one of the 3 most played and broadcasted games on Twitch right now. PlayerUnknown's Battlegrounds, and I'm literally next to PlayerUnknown right now. Но он сейчас везде уже, я не против... И вот он PlayerUnknown. Нет, я не против, на самом деле, PlayerUnknown, то есть, окей, там, Battle Royale система. Просто он сейчас настолько захайпан и перехайпан, что уже просто прям... Пипец уже просто уже. Нет, он актуален, наоборот, просто он слишком актуален. Он абсолютно актуален, просто, ну... Просто перехайпали его. Это передоз. Да, вот передоз, даже я не играю в него уже, просто меня задолбал уже. Это как в свое время, помните, перехайпали Suicide Squad? Вот примерно та же Да. Well, I guess the joy of a bullet flying through my head out of nowhere, and I'll never know why. You gotta learn to love the salt. Love it. Well, I understand that even though a lot of people treat the game almost as a full release right now, it's still technically not released. А что, Мрак ушел? Talk to us a little bit about what's in store. Ну, короче, честно говоря, нет, смысл синдром беседки. Синдром беседки это немножко другое. Конференция PC Gaming Show мне нравится so far, показали 3 игры, которые мне лично интересны. Все они, правда, стратегии. Не, Mountain Blade нельзя назвать стратегией. So suddenly fences are no longer the most impossible object in the game. Что из показанных игр тебе понравилось? Пока что я выключил у себя звук, нафиг. Да, так, я не знаю. И дополнение к XCOM прикольное. Так, ну не знаю, лисенок нормально. История какая-то миленькая. А так, не знаю, мне все игры представлены как не особо по душе, честно говоря. Да ладно, даже Battletech? Ну, Battletech, ну, окей, более-менее. Не знаю, не цепляет. Ну так. Я не знаю, я с удовольствием поиграю, сделаю. Пока один даже никак не могу доделать из-за всех Будет у нас, господа... Мор обновленный не показывает. Да, Мор обновленный нет, не показывает. У меня товарищ играет в него сейчас. It just changed dynamic. Oh, so this is new gun. Yes, this is the OTS Groza. It's a 7.62 bullpup, super powerful crate. У тебя зрение косячит. Не, у меня зрение статично минут 7, никогда не medium, short to medium, it's going to be a beast. It's going to be super powerful. Ой, он еще не ушел. Не, он еще не ушел, но мы тут обсуждаем, что нам понравилось, что нам уже показали. В моем случае это XCOM 2 дополнение, Battletech и Mountain. Ну да, все то же самое, еще вот лиса, кстати. Ну, лиса нет, смотри, не мое. Хотя Mountain Blade для меня как-то он это, ниже, чем XCOM и вот все вот это вот. Ниже, чем что? XCOM и... Не, ну блин, я Mountain Blade очень долго ждал. Сейчас я уже забыл про то, что он должен быть, но... Я ждал. Давайте. Нет, я поясню просто это для чата, я как бы абсолютно не против
PlayerUnknown's Battleground, то есть игра-то, в принципе, в своем жанре окей, то есть это, наверное, лучший на данный момент режим батл рояля, такой шутер, типа, с выживалочкой некоторый. Ну, так, но просто он уже настолько перехайпан, настолько его дофига, настолько он уже везде, что у меня уже буквально прям воротит уже. Да, он надоел настолько, причем я в него не играю вообще просто. Смотри, как это работает. Игра взорвалась. Ну да. Реально взорвалась. Человек, который ее создал, он хочет больше, естественно. Я думаю, что на его месте я бы тоже ее сейчас промотил везде, где только можно. Ну нет, это да, но... Ну да, на Xbox она уже выходит, так что норм. Учитывая то, что реально он работает один. Он реально один всю эту игру делает? Ну, один плюс там ему кто помогал, да. Постпродакшн, разрабатывал он игру сам. Прикольно, у меня уши скрыты уже, какой-то морковь корейский. Ой. Игра имеет место быть, но то, как ее реально расхайпили... And the last thing I want to bring up, because you were mentioning this a lot before you came on, you have all sorts of stability and последнее, о чем они сейчас говорят. Я заметил, что о чем последнее говорят, поэтому скорее чувак сваливает. Мы уже слышали про твою игру 3 раза, actually, за E3. Еще услышан где-нибудь. Прикинь, у Sony еще выйдет на PlayStation. Ой, типун тебе на язык и топор тебе в мозг. Ну, у них вряд ли, не. Sony, они слишком консервативны для этого. To PlayerUnknown himself, Brendan, thank you so much for coming out to talk about it. Пока, PlayerUnknown. О, наконец-то. Ну, если 10 минут до юбиков, не хочешь 2 часа 10 минут до юбиков? Они в 23:00, если что. Кто ты перепутал время? Thank you, Sean. Есть, ну вот, Понятно. верните вторую. Какую-то индюшку покажет. PC. We're going to be giving away a badass PC from our friends at Intel. Она сейчас рассказывает This про, bad boy is going to be rocking an собственно, i7 интеловский конкурс на 7700K этот самый processor. PC. There's a lot of sevens in there, and it's going to be Это, running наверное, a победитель NVIDIA этого GTX конкурса, что ли, 1080. It is worth Что-то у них там какой-то это видеорежиссер так себе. Это даже не этот, не конкурс, а giveaway, то есть они рандомно кому-то вообще ни за что дадут этот конкурс. Реально, у них ты видал, у них там это, какие-то ребята сидят, особо не умеющие вести трансляцию, там постоянно какие-то кадры проскакивают. Это 25-й кадр, мраки. Покупай Intel, покупай Intel. Надо помнить, что до Твича такая вещь, как режиссер прямого эфира, сдохла. И когда появился Twitch, она снова возродилась. Tripwire Interactive сейчас расскажет. А что за Tripwire Interactive? Чего-чего? Tripwire Interactive. А я не знаю, не помню. Ну, то есть я не всех же разрабов в мире знаю. Ну, блин, я не знаю, я буду считать, что это инди какой-то, еще бы я всех инди знал, блин. Нет, Брак, ты обязан. Ага, да. Кстати, я про Метро слошил вообще, я не узнал Foray Games. Это что? Это вот их предыдущая игра, что это? Не знаю, честно не знаю. Арма, что ли? Не похоже на Арму. Я просто не играл. Почему не похоже, кстати? Это последнее дополнение так было. Или нет? Especially this year, there's so much to talk about. I mean, last year you announced Killing Floor, Incursion, the VR Killing Floor. How's that been going? Это название разработчика. Казар Пармы, пишет, кстати. Да, походу просто я в Армут не играю. Что-то они для VR сделали. Арма везде. Господи, везде VR. Это нормально, блин, это еще с прошлого года было понятно. Это свободно. Ну еще годик она поддержится и... Шутер на VR это... Мне вот руки раздражают, вот это вот. Это бред. Нет, если бы руки показывались нормально, было там... Killing Floor. Нет, Killing Floor это хороший, ну как это, добротный такой шутер, кооперативный причем. Вот, ну это вот для VR, типа. Ну, больше VR, да. Сойдет. Вот да, я говорю, я слышал с Метро, я мог узнать, что это Метро, когда там Foray Games анонсировали компанию, потому что, ну как бы, позорно не знать русских разрабов, которые вышли на такой уровень. Я не знаю. Просто это реально наши ребята, которые уехали за границу. Сейчас мы посмотрим на Killer Floor 2 в игре, так сказать. Ну, угарный, он Killing Floor прикольный. Он как бы это такая норм игра, знаете, типа попробовать поиграть. Fuck that! Это новый режим бери. Но она такая, она угарная.
Сейчас вспоминается песня Миркл под названием Call of Duty Circus. То есть, по сути, Killing Floor — это зомби-режим из Call of Duty, возведенный в салют. Бородатая женщина. Да. Типа цирк. Бьюти the Clown, клоун блевотня. Monkey Man. А, ну да. Это дополнение какое-то, то ли игра? Да. Не разбираюсь, сори. Дополнение, да, дополнение. Ну это, чтобы ты понимал, что там на выживании. То есть ты там играют 4 игроков на карте. Ваша задача ее выжить, пройти. Ну, понятно, короче. Не знаю. Не мои. Ну, такое себе, да. Ну, я даже не поиграл в обычный Killing Floor, ну, то есть, когда он вышел. Ну, тут хз. 65 человек нас смотрит, большое спасибо, ребят. Всем привет. Да, говорят, вообще ивент. Ну да, сезонный ивент. Сезонный ивент. Нет, не сезон пас, сезонный ивент, сезонное событие. А, ивент. Типа Left 4 Dead угарный. Сезон пас, не матерись тут. Сейчас кепка модна, что ли, в США? Я смотрю, там многие с кепками ходят, вот такие. Лужковка же, чувак. Ну да, нет, ну скорее для них это ирландская, это, там у них в Ирландии такой... Они все посмотрели American Gods, им понравилось. А, ну да. All the Zeds have been replaced, all the voices have been redone. We also have mini games that are, you know. Я же думал, Лужков в США моден стал. Лужков стал! Я просто говорю. And we also have another mode that we're really excited about. It's шутки за гранью. So each week, new gameplay mode comes out. Что я пропустил? PlayerUnknown's Battleground и Killing Floor сейчас. Starting out with Cranium Cracker. Не, ну если так посмотреть, за все время это просто. Ну да, XCOM, да, много чего там, да. Не Bannerlord, Battletech, XCOM 2 дополнения. И какая-то еще херня. Ну нет, лисичка была не. Ну да, и да, какая-то херня и лисичкня. Группенькие художники непризнанные, да. Когда она выйдет? Завтра. И причем бесплатно на Steam в течение. Не, ну это, наверное, для тех, кто это купил. Для кто играет уже в это дело. У кого есть Killing Floor. Она, кстати, довольно дешевая, там, по-моему, в Steam стоит. Что-то там недорого вообще. Парадоксы подняли цены на свои. Но они, кстати, довольно долго держали. Да, они долго держали. Ну там есть за что платить. Ну да. I'm glad that two of you are very excited to hear that. The first of many, right? This is going to become a tradition. Indubitably. Yeah. I'm not in charge of the buzzer. Yes, of course. Я всегда об него спотыкаюсь. Thank you so much for coming out. Congrats on all the projects and the progress. Bill Monk from Tripwire Interactive. Окей, прощай, Билл Монах. Ладно, Билл Манк, он через Ю пишет. Let's head back up to the mezzanine for a little bit of social. Так, они возвращаются к Sony. This year's PC gaming show is being broadcast on more platforms than ever before. We are on Steam, we are on Facebook and Twitch and Mixer. We are all over the place. This is awesome. And guys, if you're on Mixer, you gotta sweet talk the mods a little bit. Be kind of nice to them because they're going to be giving away games throughout the entire show. Mixer, я не знаю, где Mixer, но они будут. Они много каких людей тут спонсируют, ну как много где участвуют. Уже Xbox, по-моему, не буду майк. Now, if any of you got the chance to see the conference leading up to today, there's a lot of exciting stuff going on. In particular, Microsoft has had a whole slew of games people are pumped for, including some that are going to be at this show, starting with
The first ever incarnation of Forza Motorsport coming straight to PC. Forza Motorsport на ПК. Крутой графонище, короче, нам покажут. Типа, на Xbox в 4К у нас еще лучше. На ПК, да. На ПК. Yeah, Bill, congratulations. Thank you. Слушай, знаешь что? Я пойду. Ты так сказал прям, типа, знаешь, как будто заяву хотел какую-то такую сделать. Я отошел. Ну, короче, про Porsche они рассказывают, который они приперли на какой-то фиг. Он awesome, да, и мы все верим. Снова отрабатывание бабла, да. Да нет, тут не отрабатывание бабла, тут просто... Они как бы себя рекламят. Нет, ну себя просто рекламят. Типа, зацените, мы Porsche приперли. Трейлер этот мы уже видели, собственно, на Microsoft. Дайте мне 16К и VR, и миллиард FPS. Да тебе, переешься. Every single one of them, they're going to rattle and shake. It's going to scare the crap out of you. What are some of the things that you've done to bring that experience to PC? Well, going to PC has been awesome. Not only will it have mouse and keyboard support, but with multi-USB, ну, поддержка мыши, PC awesome. То есть что? Ну, я думаю, тут вы сами все понимаете. That's a lot of USB devices. Wheels. Let me tell you, and we've been testing that. Last week alone, we brought in any USB device we had, and we played on a Guitar Hero guitar and a DDR pad. Они играли в кучу игр для того, чтобы... How real racing works. That's not the hyper-realistic part. But whatever you have in your closet, plug it in, you're ready to go. Now, what about for low-end PCs? А где Porsche? А вот Porsche только на Xbox был, видимо, эксклюзивно. What about for them? What's the optimization been like? Well, it's been great. Going to the high end of 4K, unlock frame rate, 21. Короче, завезут и Локи, и, ну, в общем, нормальные настройки на ПК завезут, вот что. Если кратко сказать. And speaking of looking and playing great, you're here at E3, and I understand you have some out-of-control rigs that people can actually play the games on. Absolutely. Come by the show. We've got 2 hydraulic rigs. In 4K on ultra 4K hydraulic rigs? You didn't tell me that. Yeah, bring the vomit bag and come on and check it out. It looks awesome. Well, awesome, Bill. Thanks so much for sharing with us. Thank you. Thank you, everybody. Okay. I'm incredibly excited. Of all the stuff Microsoft's doing, you just got the chance to look at Forza, and now coming onto the stage, I am replacing Bill with Ted Timmons. He's the PC design lead at Rare to talk about Sea of Thieves. О, Sea of Thieves, отлично. На ПК же тоже выходит. Прикольно. Геймдизайнеры, по-моему, или просто дизайнеры, я что-то послушал там. Из Rare. Talk to me a little bit about what is Sea of Thieves. Yeah, so we feel like we've made the pirate game you've always wanted. When you think about sailing around the open seas, you and your crew of crewmates. Basically, it's Pirates of the Caribbean meets the Goonies. What are some of the things that you're showing here at E3 in the game? Yeah, so for anyone who didn't see the briefing yesterday, we showed off great new features like riddle map storms and firing yourself out of cannons. A common pirate pastime. Yeah, pretty known. Это опять же, по-моему, тот же ролик. Нет, кстати, другой. What are some of the things, some of the features that это, возможно, та демонстрация, которую они показывали до этого. Yeah, so we've got things like 4K, unlock frame rates, or everything you expect, but we've also got gameplay footage in 21:9 as well, my personal favorite. Your favorite resolution. Ну, короче, графоний на ПК, вот там. 4К, unlock frame rate и так далее. 16:9 as well, probably. Да мне кажется, это такая игра, в которой графика вообще как бы не особо играет роль какую-то. 4К у тебя будет, короче. Ну, не знаю, игра сама по себе не подразумевает. Yeah, so we decided to change our approach to the game. We're actually building both versions in parallel because we felt that's how we deliver the same game on the same day. So it's not a port from one device to the other. Correct. Yeah, we felt it was really important just to build them together from the very beginning. Just one single code path. One single code path. Yeah. Awesome. Well, I know a whole lot of people here are curious to get their chance to play it. Is there an official release date or an opportunity for them to play it? Yeah, so we're coming to both platforms in early 2018, but right now we have a technical alpha. You're welcome to come sign up. We have thousands of PC players playing already. So yeah, come join us, seaofthieves.com. Once again, Ted Timmons. Awesome, thank you very much. Ну, сейчас как-то коротко про Microsoft. Рассказали очень быстро про... seaofthieves.com. Про то, что на ПК, ну, если кратко, да, что на ПК все окей, короче, будет, и в сингле, и не в сингле, и вообще. Типа все нормально, оптимизируют. Last Night, которая на Microsoft была представлена. Это разработчик, я так понимаю.
Тим Сой. Welcome, Ты его по-французски акцент. Let's ask the obvious question. What is Господи, the они last смешнее другого. The Last Night is what we call a cinematic platformer, which means Француз, да. it's not a game like Mario where you have to jump from platform to platform, but you know, it's more Креативный story директор. driven. It's more reminiscent of old classics like Another World, Flashback. Да, флешбэк Another World, это типа делается на оглядке. Отлично. Это то, что надо как раз. Я вот этого и ждал, вот самое. Прям вот оно и вот то, что надо прям. Yeah, we are obviously super happy with the trailer reception. It's been absolutely incredible. Now, of course, I have some concerns I want to address. You know, I am embarrassed by some tweets I made in the past. I want to apologize for those. They do not in any way represent who I am today or what Она стильная, Well, очень let's talk стильная about what the game выглядит. is about. I know that the setting of The Last Night is super important to the character of the game. Tell me, where are we right now? I want you to imagine a world where machines are surpassing us in every possible way, you know. Right. So not only physically, but also intellectually, emotionally, even creatively. So in a sense, like any job that you could possibly imagine, an AI does better. Absolutely. Реальный футаж, кстати, нам показывает это не игровой момент. Да. Не, ну как игровой, только на альфе. This one person who is also excited about the booth. Ну, мне достаточно того, что это будет сделать с оглядкой на Another World и флешбэк, вот как они сказали, это прям то, что нужно. Crisis to all the inhabitants. Yeah, like the way I can. Вова, привет. What is it like to be a person in this world? So, you know, in a world where you're not Она valuable классная, реально, блин, как она выглядит um, клёво. the only thing you can really do is to consume endlessly, right? So what you're trying to see with this game is how do you define yourself, you know, when you don't have anything to create or to strive for. Yeah, and I can see, you know, obviously there's the futuristic lighting and the visuals, but there's also that sort of drab, dreary tone. This art style is amazing. I mean, all of these говорят про стиль в целом, если что, про то, как сделаны были антураж, ну, можно сказать, антураж, да, background in VFX and advertising, basically. So I wanted to, you know, explore what I could do with 2D and pixel art and just augment that and enrich it with like modern techniques of lighting and compositing. Right. You know, and we've talked a little bit about where we are, about the art style. Who are you? Who do you play as in The Last Night? Вот, Yeah, про so то, the character кем мы you будем get to play играть. is a young idealist, I would say. Yeah. And because of a childhood accident, he cannot enjoy the same gamified, augmented life than everybody else. Right. So because of that, you know, he wants to change the world. And Ну, это идеалист, который, и которому там много чего, ну, не то, что немного, как там сказали, точно не переведу, ну, блин, не успеваю, ладно, фиксим. Что-то говорят, что да, можно будет так What сказать. about the gameplay? What are the things that, if I'm the player, what do I do in The Last В общем, будем играть за идеалиста, который хочет изменить мир, такой пафосный чувачок. Это, опять же, кстати, между прочим, отсылка к, видимо, Another World, потому что там был тоже человек, который работал ученым, и он, ну ладно, это уже как такая история из старых игр. Что идет сейчас в PC Gaming Show? Привет, Тони. Привет, Тони. Прикольно, да, красиво. Это такой очень такой скрытый пиксель-арт, и если смотреть, не сразу можно понять, что это именно пиксели. То есть это очень здорово сделано. Absolutely, yeah. So that means that, you know, if you see the police coming around the corner, you better, you know, just hide, pretend to be a hobo, or maybe draw your gun. You also mentioned that the structure of the game is in one night after the other. What's that like? Yeah, so the game is structured around several nights, so you know it spans on several nights, and they are all interconnected, which means that what you tell people on the very first night, you know, and what you do also is remember. So if I'm just in a conversation and just walk away in the middle of it? Yeah, they will remember it. They'll remember, like 2 days later, they'll be angry. Yeah. That's fast. That must add a huge amount of replayability since the world is just changing based on Yeah, we're taking a lot of pleasure to hide a lot of stuff in the city, and we hope the community will have fun to figuring that out collectively. So, yeah. Well, again, I love the art style. I love these story-driven adventure games. Thank you so much, Tim. В общем, по факту он про геймплей ничего не сказал, он больше говорил про арт-дизайн, он больше говорил про то, как они создавали вот этот концепт. В общем, не надо, они еще что-то спрятали в городе, игроки будут... Вот, то есть он не сказал, то есть его спрашивали, он, кстати, очень неловко уходил от ответов. Такой хитрый такой чувачок. This one has a much more playful Так, ты здесь-то? Я тоже сейчас отбегу еще. Да-да-да, веселая зомби-сурвайвал игра. О, я точно могу убегать. Я сейчас посмотрю, что это такое. Еще один Sea of Thieves?
Bohemia Interactive? Нет. Well, being stranded on a desert island is a lot of fun. Не, это скорее Робинзон... Не, Робин-зомби. Робинзон? Да. You get in shape. Ну, Майнкрафт опять какой-то. Ну да, система крафта, бла-бла-бла, да, очередная... Фанни, скоро забанят за троллинг с VR, задолбал. Что там происходит? Да ничего. Кое-кто помешался на VR. That's just the beginning, because here еще одни кубики. You can do anything. Open World, небось, крафт, там вся фигня. Угу. Типа креативность, ну что-то похожее, да. Ну да. Это вот, я так понимаю, может быть... А, нет, это, наверное, не построено, это может быть... А это... Нет, это... Это что-то находится. А вот это, наверное, уже контент, ну, созданный игроками. Нет, это можно и создавать, и, как я понимаю, что-то готовое тоже будет. Господи, промазали. Ой, машинки даже будут. Ей. Да, тут вообще тачки походу. Прикольные. А, прикольно, конечно, выглядит, но... Ну, такая мультипесочница. Задолбали, сука. Задолбали песочницы. Вот уж точно все задолбало. Не VR, на котором мы ругаемся... Wildlands, отличное название просто. Wildlands. Как? Wildlands. Ну, типа, ну, Lands, земли, и Y, букву, все. Гениально. Короче, ладно. И сейчас про нее мы будем разговаривать. Брат, ты отойти хотел? Да, вот сейчас пойду как раз. Беги. Okay, so Islands is a sandbox game about survival and exploration, but at the same time, in Islands you can create your own games, your own adventures. Ну, блин, слушай, это нормальная ситуация, потому что иммиграция как бы началась еще в 70-е годы. And it's almost like a sandbox game, not where you're хочется necessarily жить в building лучших structure, местах, but trying to build an experience. Yes, exactly. And I have to ask, given the fact that the style of it contrasts so sharply with Arma and DayZ, what is it about Islands that still makes it a Bohemia game? Yeah, we get this a lot, but actually beneath the surface there are still the core values that make up. It's still about exploration and finding out how things work, about creativity and imagination, and just like Arma or DayZ, we're trying to create a platform to connect players with each other when they play online or when they create something new and share it with the community. And I know that modding is a legendary part. Ну, естественно, модить это дело все тоже можно будет. Что сам ты тут? Да-да-да. Чисто говоря, подобных игр с такой механикой системой, крафты, там, исследования, открытый мир, Я на секунду, мне телефон звонит. Да, конечно. Но это выглядит реально интересно. Фанни, прекрати реально проверять. Yeah, I mean, we got the chance to see some scenarios in the initial trailer. Like, those are the ones that you're referring to. Yep. That is fantastic. I mean, tell me a little bit about what it is that we're seeing right here on screen. Well, this is just some random multiplayer game. Сборка для Майнкрафта, окей. There are two guys. Initially there were three. I think one just like Эко fell это down the лучше. bridge. Эко, да, выглядит поинтереснее. Ну, They are trying to get неинтересная игра some на kind самом of деле. treasure, and yeah, they are setting the explosives. Типа вы можете добывать. I want to ask about. I know you guys are here at E3. Сокровища. Hey, look, it's the treasure. I know you guys are here at E3. What are some of the things that players can get their hands on at this event? Well, we'll be showing some of the games that we created with the Islands game editor, but at the same time, we'll be showing how they can use the editor to create those games. That's awesome. And I mean, I know there's a way for people to play. Знаешь, что мне это напоминает? Yeah, actually, they can already play ну, погоди, когда замуровали, короче, кого-то. They can find more information on our website, Ну, Фанни, ты уже просто перебарщиваешь. Что там? Да с VR с этим. Remember, that's islands.com with a Y. We're good. You can remember that. So I want to say, Alish, thank you so much for coming. Что, про это все стирают, я смотрю, да? Да, ну, выглядело так. Так, ну погоди. I hope you're as excited as I am to come up with Сборка some для total Майнкрафта nonsense when I sit down to play. Our next world exclusive is going to be up in the mezzanine with Sonya.
Thank you, Sean. I am so honored to be a part of this world-exclusive reveal from developers Klei. You might recognize their name from games like Don't Starve, Together for lonely folk like myself. And last year at the PC Gaming Show, they actually revealed their sci-fi colony sim game, Oxygen Not Included. And this year they are back, and they are back with a bang. And I am so excited to reveal their upcoming sci-fi RPG game. It is called Griftland. Griftland. Это, собственно, sci-fi RPG-шка от Klei. Klei, классные разработки, кстати. Don't Starve, да? Не, sci-fi RPG-шка, мне кажется. Выглядит сочно. Такая стилистика мне очень нравится. Я вообще... Это вот, знаете, что Darkest Dungeon, что это все такое вот рисованное мультяшное. Ну да. Классно. Это, я так понимаю, так диалоги будут выглядеть просто вблизи, как в новеллах. Ну да. А вот то, что вид сверху такой, слушайте, классно выглядит, реально, между прочим. Да, такой своеобразный стиль. Massive Chalice мне напомнил, кстати, немного. Только там стратегия, правда, а тут... Еще немножко мне напоминает Chrono Trigger. Здесь какая-то Final Fantasy боевая система, походу. Да. Или вот как, ну не как в Darkest Dungeon, а реально как Final Fantasy, походу. Ну, старый Final Fantasy имеется в виду. Да, старый Final Fantasy. Griftlands. Райся. Получай деньги. Ну, короче, понятно, это фрилансер одних, но с другим совершенно стилем. Banner Saga, ну не, боевка Banner Saga тактичная была, там прям поле. VR-игра? VR-игра. Фаня, радуйся. Да я тоже нормально отношусь к VR. Я не Да нет, просто много его. Ну, что поделать, это нормально, эпоха такая. Модно. I've gotten the chance to play Lone Echo, but a lot of people here maybe haven't seen it or heard of it. Just walk us through what is the game. Lone Echo игра. Lone Echo is a single-player experience in VR where you play a cybernetic AI Ты играешь on a искусственный mining station интеллект. on the rings of Saturn. And на basically in the game, майнинг станции, ну блин, на you шахтерской станции. in На zero G сатурнских, freely, you can на interact with кольцах Сатурна. everything inside the environment, and also you Нулевая гравитация там будет. that you can, interact with. Ну, прикольно, слушай, мне нравится эта идея. Забавно. This was the thing that was so amazing for me. You stand still, and then you use your arms to grab onto objects in the Тебе environment. нужно будет, ну, собственно... Ну да, реально, это симулятор Zero G, походу. Move that way. I've never seen this before. Exactly. Это, господи, как назывался тот фильм с Джорджем Клуни, который на половине закончился? Джорджем Клуни, в смысле. Гравитация, не гравитация? Ну, гравитация был, да. Был такой фильм, вот, это, короче, это... Уже выходила подобная игра, кстати. Только, как она называлась, тоже вот по мотивам гравитации, она не удалась. Может, это удастся, хз? Ну, вообще, как идея, мне это не, реально ну, нравится. если трезво на VR посмотреть, то сейчас VR, он хотя бы начал подниматься, то есть начали появляться проекты, которые действительно интересны. Bethesda свои представила, привела, потом сейчас вот тут анонсируют. Просто то, что в прошлом году было, там вообще не во что было особо смотреть. Там демки были, да, сейчас что-то поперло. Да и как бы сам VR... Лет через 5 мы будем смотреть E3 в VR и говорить, блин, ну вот, короче... Сам VR как технология, он же, как я понимаю, ну, не лучшая технология, чисто по... Она дороговатая, просто именно дороговатая. Она дороговатая, но при этом сделана как костыли. Ну, не совсем, почему? Нужно ее заперфектить сначала. Сейчас посмотрим на Echo Arena. In zero gravity, Гравитации. players fly Игроки летают быстрее. Ага, Red goes faster, ага. passes go farther. Strikes Пасы идут дальше. hit harder. Удары бьют сильнее. Stakes get А higher. ставки становятся выше. And И victory победа tastes sweeter. становится приятнее. This is Zero G Это нулево-гравитационная in the Echo Arena. арена. Прикольно. Но нет, таз. Ну короче, ладно, нормально. О, это что за хрень? Там еще сюжет будет?
Ну да, вот он и фильм Gravity. Да, мрак? Ну да. Ну, в VR фаново. Они будут сейчас показывать Echo Arena игру в Echo Arena. Ну, ее на Intel конференции, кстати, показывали немножко. Опять сейчас этот мужик будет затирать про процессор, как круто эта игра работает на... Rugby, they have the Grand Slam. Now we have it in esports. So with Intel, ESI, and DreamHack, we now have our Grand Slam. Это чем-то похоже на игру Эндера, согласен. That's exciting. So I'd like to know a little bit more about Intel's involvement with this game. You know, we've been involved. Господи, какие они забавные. Да, прикольно. Бум! With Ready at Dawn, as they're delivering the next second-generation VR game. They've been an ideal partner to enhance that experience to scale to the Что он делает правой рукой своей? i7 and i9. That's amazing. So I was really excited. Игра началась, все врезаются друг в друга. Окей, я согласен, это прикольно. Фаново так, фаново. Но... Не могу сказать, там шедевр или круто и так далее. Ну, фан. Это вот киберспорт, который больше спорт, чем кибер. Говорят, мужик похож на Гордона Рэмзи. Это звезда американского телевидения, ну, свое шоу кулинарное, кажется. Звезда, он еще топовый повар. Прям реально топовый. Ну вот. И сейчас просто ему прилетает отстоящий человек сзади. А может, кстати, что происходит. To compete in VR at key upcoming events, with the finals happening in Poland in 2018. Опять он про эту пшечную в 2018 году. Well, that sounds kind of awesome. Well, thank you, Doug. I cannot wait to play Да this ладно, мрак! Я вам говорил, что сейчас Intel затрет там опять на полчаса что-нибудь. Забей, мы можем понять, почему они это... Я понимаю, но просто я, блин... So back to you, Sean. Thank you, Sonya. And once again, I got the chance to play Lone Echo, and I want to stress, you just have to play it. The single-player experience is especially mind-blowing. So once again, that's Lone Echo. Дайте VR Our комнату next побольше. guest announced the game 2 years ago under the title Project Blue Streak, and we now know it as Lawbreakers. Lawbreakers новая игра. Ну она не совсем то, чтобы новая. Ну да, ну... Cliff Новая Bleszinski, Блазинский, это Lawbreakers вначале был перспективный шутер а-ля Overwatch, ну даже не а-ля, он немножко своеобразный был свой, но он не взлетел, он почему-то, ну я просто не играл в чатике, у нас, по-моему, есть люди, кто играл в Lawbreakers, и они, может быть, сейчас нам скажут, почему он не взлетел. Видимо, играл в него. Ну игрушка неплохая, да, от Клиффа Ближински, авторский такой шутан мультиплеерный. То есть, как игра, именно технически он сделан классно, там все на месте. Может быть, он не вовремя вышел, может, рекламы ему мало было, ну, в общем, непонятно. Вон Квас ключики раздавал, да-да-да. Фанни, ну так до Sony-то мы, это, если что... Лучший маркетинг бета, я что-то увидел субтитры. Короче, он говорит, что он по факту, вот, они наладили общение с аудиторией, и улучшает игру именно по оптимизации не очень. Ну, вот эта оптимизация не очень классно говорит. Ну, слушай, стилизация, это как раз вот личное дело каждого, насколько я понимаю, на вкус и цвет. And I know that it can't be in beta forever, so Cliff, tell us when it's out. Can I get a drum roll? Ибрагим, ну, записи потом посмотришь, на ютубе будет, если что. Когда он выйдет? Но он уже сейчас в раннем доступе, если в бете там закрытый бет с ключами. 8 августа оно выходит. $30 никакого 60 баксов мультиплеера онли говна. And if you didn't see it online, Cliff took a bow. Yes, $29.99. Well, if you haven't gotten the chance to see the game and follow it throughout the recent PC gaming shows, let's take a look at some people who got the opportunity to play Lawbreakers. Сейчас посмотрим на людей, которые играли в Lawbreakers. Видимо, на игру. Ну, я ее видел. Круто. Ее под затачивается. Да, ребят, я напомню, мы вещаем до Ubisoft, Ubisoft заканчивается, мы идем на перерыв и возвращаемся с Sony. Вот. It was like a high. One of the fastest games that I've ever played. Are you ready for another one? I'm like, I just need a minute, man. I'm shaking over here.
Все. 40 секунд трейлер. Ну да, что тут пока нет, он продолжается. Ее просто знают все, ее видели, там геймплейных видео в сети валяется, там свои хочу. Появился впервые на E3 как Project Blue Streak 2 года назад. Precision aiming, the ridiculously fast movement, and mechanically it requires a lot of aim, vision and game sense. Это Overwatch Cliff Ближинский. Да, кстати. And if you don't keep on top of it, you're just gonna get blown off the map. Ему тогда все верили, потому что это Клифф Ближинский. Чисто... Ближинский, правильно, как там? Ближинский. Чё? Это что средний между Overwatch и Quake'ом? Нет, это не Ubisoft, это PC Gaming Show. Различные разработчики приходят и показывают прекрасные игры. I am literally under the map, saving myself from a grappling hook, whipping myself into the air, shooting at anyone below. You need to check every possible corner. People are going to fly you with jetpacks, they're going to fly at you with double swords, you're going to have someone that could just jet up in the sky, and all of a sudden now you have to worry about getting up there. There's some abilities that I just Я хочу что-нибудь внезапного. Да сейчас будет что-нибудь, то еще не вечер. Еще не может только, дай бог, половина PC Gaming Show прошло. Ну, я думаю, что они где-то к 10-10-30 точно закруглятся. Нет. Ты, в прошлой конференции 4,5 часа у них было PC Gaming Show. Ну окей, ладно. Ну мы в любом случае на Ubisoft уйдем, там жизнь не кончится. Ну да. Не надо будет в какой-то момент, наверное, рыбу себе поставить. Ну пойдешь там. Ой, Айн, привет. А что пойдешь там, закинул мультивар? Ну это клон Overwatch, это Overwatch от Клиффа Ближински, еще раз. Ну да. Она неплохая, в принципе, то есть он сделал ее более-менее норм, но есть у нее проблемы, и она не взлетела в итоге. Кстати. Игру жаль, на самом деле. Мне кажется, что они могут показать Squadron 42 на PC Gaming Show. Выглядит обещающе. Я буду играть. В игры интеловские, что там не успел прочитать, компьютеры? Топовый, что там сделал там было? Ой, я сейчас даже не слышал. Реклама какого-то очередного гивэвэя. А там это, розыгрыш ПК, вот он. Ну да, это Intel Gaming PC, Enter Gaming Show. Пойдемте залогинимся, поиграем. Я только что подумала. Мне впадло. Так, следующая игра. От Chucklefish. Чуваки, которые создали Stardew Valley. О, вау, вот это неожиданно. Он просто автор одной игры. Ух ты. Окей. Атака. Это как старый... А, это РПГшечка тактическая, типа. Chucklefish. Ну это эти, как ее... Вау. Starbound от них. Да. Господи, это мило. Окей, это выглядит прикольно. Это как старые, помните, вот эти тактические ролевые игры, стратегии, да, вот это. Только эти игры должны на планшете нам работать. Была такая игра Чингисхан, старенькая. 12 компаний. Оу. Клик. Ну прямо олдскульная такая, да. Блин, классно. Вот это олдскул, реально. Онлайновый и локальный мультиплеер. Это мне напоминает, знаете, еще была игра Warsong. Вот загуглите ее, Warsong, она называлась японская. Да, была очень похожа вот на вот это вот, то, что сейчас мы видим здесь. Я сейчас видел британский флаг здесь. Создавайте ваши собственные... Ну, видимо, карты. Ну да. Ну блин, тут в памяти. Ну блин, ну да, это же просто. От хорошего разработчика миленькая игрушка очередная. Да. Надо будет поиграть потом. Ну то есть я, скорее всего, в это играть не буду, но она прикольно выглядит. Пиксель-арт. Нет, да, я, конечно, вот такие вот, типа... Игры дауншифтера мне не очень нравятся как понятие на самом деле, но... Ну блин, The Last Night на Microsoft тебе не понравился? Я не играл в него, я даже не знаю про него. Ну ты видел его на Microsoft конференции. Наверное, я забыл. Киберпанковский такой. Ну,
Да, но я бы не стал это играть. Нет, выглядит так, что она выйдет на мобилке. Если она выйдет на мобилке, то на самом деле круто. Может быть. Если я еще буду играть в игры на мобилке, мне кажется, моя жена прибьет. Давно пора ее заставить это, ну точнее, показать прелесть, так сказать, стриминга НПК. Она устала от Skyrim. Сыграть только на стол. And just kind of dominate the map and make the right choices. Я забыл, как игра называется, кстати. Я тоже забыл. А слушайте, а показывали название вообще? Нет, да. не показывали. Да, показывали. Не показывали. Окей, покажите. Дел монитор. Классный монитор, кстати. У меня почти такой же. Только дешевле раз в 5. Ага, это редактор карт, точнее компаний. Да, видимо, не сказали. Маркеры это они означают миссии. Ага. И вы можете их пролинковать, чтобы типа как компания идет. А, то есть это, ну понятно, как по-старенькому. И тут можно даже бренчи делать. Слушайте, сюжеточку можно замутить будет. Не, ну извини, после того, что я прочитал про Divinity Original Sin, мне кажется, никто ничего не побьет. Ну да. Кстати, может быть, вполне возможно, они сюда пойдут. Ларен были в прошлый раз. Это вот конкретно тот DM-режим делает питерская же группа, да? Нет, там они тоже, как бы, они изначально начали. Редактор карт. Ну он прям... Не, ну слушайте, ну нормально вообще-то, между прочим. Это можно реально классные такие сюжетные делать эти. Там, такие компашечки, типа там, чё бы нет. Я уронил командора. Блин, прикольно. Ну, окей, да, это такой маленький фан. Зачем ты в воду уронил рыцаря, он же умер. О, это жестоко по отношению к рыцарю. Домики, домики, хреномики. После перерыва, ну у нас перерыв начнется где-то в 0 часов. Ну да, ну после этого Ubisoft мы пойдем. Да, а в 4 начнется сами. Идея, о чем ты говоришь, ты сказал, группа не знала. Через это показывает легенду нашу. Кстати, мрак. Не, если... Я бы, конечно, легенду показывал через Divinity. Не, ну да, это... Особенно с учетом того, что можно будет загружать свои эффекты и рисовать. Я-то точно... Там эффекты нет, там скорее всего будет заготовки. Прям все свое там нельзя. Ну, там, знаешь, мне кажется, будет монетизация, типа паки, вот как сейчас они есть для плейграунда на Steam. Как для Roll20. Да, то есть там разные паки, разные... Слушай, не, ну я бы с удовольствием, если бы можно было бы свою, это получился бы 3D-моделингу. Ну, вряд ли. Это слишком... как бы сложное с точки зрения. Здравствуйте, мои 90-е я. Ну, типа, да. Ну, да. Не, ну, кстати, реально, она так как-то это то есть не вызывает, типа, там, Battlehead какого-то там. Ну, то есть... 15 лет не смешно это. За 3 минуты сделали карту, короче, да. Да. Похилили кого-то. Не сказали, когда выйдет. А название скинули в чате. Я понимаю, но я не знаю. Что название игры Wargroove. Это что такое? Это реклама их сайта. PCGamer.com. Ну, кто не в курсе, конференцию делает, да. Фафнер, ну приходи, окей, в 11 на Юбиках. Ну, Middle-earth Shadow of Mordor 2. Ну, сейчас покажут что-нибудь, может здесь осаду покажут, которую нам зафейлили на Microsoft. Да. Кстати, мы готовились к осаде. Да. Крутой стул, говорит чувак. Самая вообще стандартная вещь в игре на ПК, когда вы так сидите.
shadow of Mordor in terms of... Так, что вы изменили? Довольно сложно было делать. Немезис они, небось, изменили. Доработали ее. На самом деле, Немезис это да, Немезис-система. Ну, это прорывная АИ-технология, на самом деле. Это, наверное, шажок... Расскажи про нее, ни хрена про нее не знаю. Самообучение, то есть, ну, ладно, тут можешь не переводить, тогда расскажу. Немезис — система, которая позволяет твоим врагам обучаться. То есть, например, вот ты встретил орка, какого-нибудь командира, да? Ты его не убил, а он тебя запомнил, он будет за тобой охотиться. А у них там есть своя социальное взаимодействие между другими своими командирами. Они могут враждовать за какие-то территории. Они могут там как-то взаимодействовать друг с другом против тебя. То есть, например, там вот это вот все, да? И вот они вот развивают эту Немезис. То есть, раньше Немезис работал только на врагов, а теперь Немезис работает еще и на твоих союзников. То есть, у тебя есть своя армия, у врага есть своя армия. Они там между собой, пока ты там где-то лазишь, они могут вполне там где-то что-то мутить. Вот, в этом фишка как бы. Прикольно. То есть, ты, например, обидев вначале какого-нибудь орка и забив на него, можешь внезапно под конец игры увидеть около себя какую-нибудь армию ораву народа. И он скажет тебе, типа, чувак, а я помню тебя. И ты? Так. Понятно. Вот. Это как бы... Подожди, это на нейросетях, что ли, основано? Нет, это шажок в сторону нейросетей. Вот следующий этап для ИИ тут как раз, наверное, будет нейросети. Это нейросети, да, нет, ничего не могу сказать, это вот то, что нужно. Но, с другой стороны, в какой-то момент ты не сможешь их победить. Ну, сейчас уже вот и для StarCraft делают там компания, как раз, по-моему, с нейросетями. И будут показывать контент, вот в эти временные периоды уже все, ну как бы завтра же уже начинается типа игроковское все. Новый персонаж, женщина какая-то. Ее зовут История, она меч Галадриэль. Убийца эльфийских. Да, эльфийский убийца. Господи, блин, я не могу, мне больно. Чего? Мне больно. Забудь про лор Мидлэр, серьезно. Что вы делаете с Ардой, сволочь? Забудь про лор Мидлэр. Просто забудь, его нет здесь просто. Сильмарион, это была первая книга, которую я прочитал в этой грёбаной жизни. Я учил Квенью. За что? Ой, Альберто Гелтонель. Ладно, я уже переигрываю. Вы сам сядет играть будет. 2 минуты синематика. За вот эту девочку. Няшно. Ницца? Всем парням иногда снятся симпатичные девочки ночью, да. А, нет, она рядом. Окей. Не к всем парням. Приходят девушки, пока они спят. А я здесь, а что это? Ничего. Это Shadow of Mordor персонаж, эльфийка, клинок Галадриэль, ассасин. Ух ты. What of the city? Of the Palantir? The Nazgûl have taken both. Случилось с городом. They belong to the Dark Lord now. Назгулы забрали все. А эти теперь принадлежат Саурону. Значит, я потерял выражение. Если будешь дальше сражаться, то... Ладно, я не буду переставать. Your rings are the cause of all this, Elf Lord. О, это лорд эльфов. Вау, она может его видеть, круто. Наверное, расовая. I'm the blade of Galadriel. С каких пор Галадриэль работает с ассасинами? С тех пор, как она работает... А, не. Понятно. С тех пор, собственно, вся эта хрень началась. Ну да, кольцо... Да. Еще одно выковать кольцо, ну, клево. Да. Уже на этом моменте надо забыть про Лор Мидлэр, когда выковали еще одно кольцо наравне с Эйм Фру. Я хочу разбить свою голову о свою стенку, но я боюсь, тогда любого оштрафуют за порчу стены. Фанни стиля для того, чтобы угрожать. Но, тем не менее, она пошла с ним. Молодой говорит, смотри, не отставай. Тубака. Ой, они еще и у моря, что ли, стояли? Это другие какие-то врата были. Нет, это другие какие-то врата.
And I'm pleased to say we have one final game И to последняя announce. игра, It's from Microsoft, которую они and I'm not even allowed to say the от name Microsoft, yet. и So ему нельзя joining еще me раз to talk говорить, about назвать said игру. unnamed game Это is the не creative director of названная Microsoft игра. Studios, Adam Eisgreen. Welcome, Креативный Adam. директор Thank you so much for Microsoft having me on the Адам, show. как его там? Pleasure here. Now, Adam, I understand that you've been in games for a long time. I have. I am coming up on my 25th year making video games. So yes, you can actually make a career out of being 25 лет он уже девелопер. And you know, I got my start in the DOS days. Что сделал, мужик? Oh yeah, dude, I played Zork all day. So I got my start in the DOS Он days. начал еще с DOS. Role-playing games, D&D games, but I spent a heck of a lot of time making real-time Но очень много делал реал-тайм стратегии. Эти мне интересно. Он делал Command & Conquer. Вот сейчас что-нибудь, ну-ка. Red Alert 4. Ну это вроде не А я. Empire at War делал. Battle for Middle-earth. Well, I understand that this title is an homage to И этот тайтл как-то связан с ними, но я пока не могу сказать. Сейчас Middle-earth какой-нибудь новый. Подожди, если это будет новый Middle-earth. Да вряд ли. Итак, трейлер, а ну-ка. Нет, РТС-очки! World Exclusive. Да. Вау. Это, я так понимаю, крестоносцы, что там, или? Microsoft Studio с гордостью Не, неужели это Age of Empires? Одна из самых любимых как бы стратегических историй. Подожди. Да ладно, серьезно что ли? 20-я его годовщина. Твою ж налево! Твою мать! О да! Ты, кстати, ждал, ты хайпал. Музыка! О, да! Age of Empires Definitive Edition. Ну, нет, это полностью ремастер в 4К. Ой, да ну, блин, я... вот это... Нет, да, не ремастер, это первый Age of Empires, первый, чувак. Но это норм, это, кстати... Это круто, да. Оно выглядит... Воу, слушай, это классно. Новый улучшенный геймплей. Ну, это, конечно, не Age of Empires 4, но окей. Ну, это нормально. Древний мир, это античность. Зато геймплей не сломают хотя бы. Слайв мультиплеер. Да. Полностью переделанный саундтрек. Естественно, блин, он был 8-битный. О, да! Yes. Да! Отлично. Да. Блин, мне нравится. Это ремейк первого Age of Empires, если что. Через 20 лет они сделали ремейк. Ну это не то, что я ожидал, конечно, это круто. Адам, ты сволочь, говорит он. Это была первая игра, которую мне вообще разрешили поиграть. Tell me about Age of Empires, man. Man, you know, nobody has been able to play this game except if they found the CD-ROMs. Вот у многих, кстати, была первая видеоигра. Да, ну нет, моя первая была не она, но... Моя была Герой 3, поэтому тут... You know, and this has been первая была Царь Бремя Власти. Чё это вообще? Ну ладно. Огнем и мечом. Огнем и мечом. Ну да. Кажется, тоже Age of Empires почти. Ну да. I want to talk about all the stuff we saw in the trailer. Start to finish. Talk to me about the graphics. Those sprites are gorgeous. Она круто выглядит. Мы переделали каждое, что только могли переделать. Анимацию, тайл-сеты, все, что вообще сделало Age of Empires великой игрой. Because I remember just watching the sprites move around in the original game. It was very blocky and stuttery. 16 facings now. Теперь можно в 16 мест разворачивать юнита, поэтому не будет никаких проблем. So we've re-orchestrated and re-recorded the entire Мы полностью перезаписали весь саундтрек. It sounds wonderful. The people at studios are constantly begging us to get the soundtrack already. Now, I have to ask. Кстати, Emperor Battle of Dune я хотел бы переделать. Да, так неплохо до сих пор выглядит, кстати. Have there been any updates to the gameplay in that regard? Yes. So not only have we done things like improved Find Path, which is of course always a big thing in our Еще они улучшили систему нахождения пути, наконец. A lot of people forget that original Age didn't even have an idle villagers button. Тогда не было даже кнопки не занят рабочий. Control groups? Yes. А мы ее добавили! И контрольные группы, ей! Отлично. So we've taken all of the learnings from the Age games that followed and brought it up
to those standards. And you know, speaking of modernization, I saw that it said Xbox Live Multiplayer, which as you may or may not know, that is the online matchmaking service. То есть там будет еще и matchmaking. How are you utilizing that? Oh, well, we've completely redone how games and matching works. You know, we have our friend system, of course. Слушай, постримимся, я думаю, да? Успокойся ты, да. Я достану игры, мы снова сделаем рекреацию. Ну давай сюда, да. А что бы нет? Теперь античных. Поэтому достать евро я античных плохо знаю. Ну не так, как новое время. Вы можете на бету мультиплеера записаться. Давайте запишемся, кстати, да. Да, давайте-ка. Ну, пойду-ка я тоже запишусь прямо сейчас. Как там еще Empires.com, да? You asked me before we hopped on that you wanted to say one more special bit, a little bit of a tease. We understand that it's the 20th anniversary of Age of Empires. Unavailable service. Yes, Age of Empires, the Все полезли регаться, да? It's hitting its 20 mark, October of this year. You know, and this is the start here at E3 with you, is the start of the celebration of 20 years of Age of Empires. And that party is going to roll. We're going to continue that. So you're going to hear from us again. Да, сайт лежит. Но в Германии мы что-то еще анонсируем. Но это Германия, Gamescom, если что, не в курсе. Да. У нас есть один Age of Empires event, который вы хотели бы услышать. Они еще одну игру из этого линейки анонсируют. Может быть, они новые еще там. Может быть, они четверку наконец-то анонсируют. Нет, он сказал Age of Empires. Ну да, четверку. И на этом анонсы заканчиваются. Но пока мы не ушли. Thank you, Sean. I had an amazing time being a part of some awesome game reveals and kicking it with you guys today. If you want any more information on any of the games that you saw today, go to PCGamer.com. If you want to hang out with me and check me out on the internet at OMG It's Firefox, pretty much everywhere. I had a blast, and for one last time, back to you, Sean. Прям, я не знаю, я кончил. Thank you so much, Sonya. I gotta say, ремастер первого Age of I hope Empires. you had a great time. Thank you all so much for coming out. All of you who braved LA traffic to be here in the morning. All of you who tuned in online. Thanks to our sponsors. Всем спасибо, что поучаствовали в этом стриме. Мрак, я был прав, они закончили даже до 10. Да, то есть у нас есть, в принципе, часик. Мы, наверное, еще подумаем, как это. Вот первое, что хочется сказать... Я точно первое, что я сделаю, это покурить. Ну ладно, давай. Нет, ну сейчас... Ну, естественно, поговорим сначала. Я даже переключусь сюда. В общем-то, что хочется сказать. Мне, на самом деле, в этом году PC Gaming Show понравилось больше, чем когда-либо. Потому что раньше оно было то затянутое. Я его раньше не видел. Да, то затянутое, блин, то какое-то кривое. И в этот раз они его сделали уже как полноценная выстроенная логическая конференция. И тут реально были интересные вещи, вот согласитесь, прям вот, ну, блин. То есть они оставили структуру, а PC Gaming Show структура была в том, что есть анонс и потом диалог с разработчиками. Опять анонс, диалог с разработчиками. Просто они сделали коробку. Нет, не то чтобы коробку, просто они сделали правильную. И, ну, блин, нормально, чё. Единственное, что я ожидал тут Blizzard и Paradox, их что-то не было, ни тех, ни других. Ну, видимо, все-таки на Gamescom они придут. Ну да, на Gamescom... Age of Empires и анонсируют что-то еще на Gamescom. Либо что-то связанное с первой Age of Empires, ну, ремастером, либо четверочку. Ну, посмотрим. Сейчас у нас еще остается, ну, больше часа до, на самом деле, Ubisoft. Поэтому я предлагаю сейчас чем-нибудь заняться. Ну, сейчас на перерыв мы уйдем, наверное, какое-то время. Да. Вот. То есть, и после этого вполне возможно, что что-нибудь мы... А что мы делать будем? Ну, у нас через час 15 Ubisoft. Ну да, то есть нам можем что-нибудь пообсуждать, хз. Ну давай затюнимся на самом деле за 20 минут до Ubisoft, и там уж точно пообсуждаем. Ну а сейчас там еще, ты на перерыв хочешь сказать? Перерыв. Ну я предлагал минут на 15 сделать. На 15 минут? Ну на 20 хз там вот на это время, а потом вернемся и... Мне просто нужно рыбу посадить и белье разлить. Ну как раз тебе там какое-то время. Ну да. Поэтому, ну, долгий перерыв, поэтому я стрим отключать не буду, поэтому мы сюда вернемся где-то, ну, в 22:05-22:10, вот в это время. Да, врубай качающую музычку, короче, да. Да, сейчас я все организую, то есть вот мы сделаем даже вот так, и делаем даже